Итак, я нахожусь в Турции. Вчера была процедура. Я на самом деле достаточно импульсивный человек. Всего лишь где-то полторы недели назад я прочитал об этой клинике. Было очень много рекламы, такой прям надоедливой рекламы в Инстаграме. И вот я на одной из них сначала изучил рынок, что предлагают клиники. Я узнал скажем, по 3 странам. Я сам гражданин Беларуси. Я узнал по стране Россия, по Украине и по Турции. Оказалось, что, собственно, все даже сами рекомендуют ехать в Турцию, потому что у турков очень большой опыт в этих делах. Они этим занимаются не 1 и не 2 года, уже достаточно давно. И, скажем так, у них самая наметанная рука на вот эти вот процедуры. Итак, я приехал в Турцию. Существуют разные пакеты, которые предлагают клиники. Если вам интересно, пишите мне, я вам расскажу о том, какие клиники я писал, какие есть ревью и какие мои впечатления. Но если интересно, я также поделюсь, какую именно клинику я выбрал, и вот мой опыт именно с этой клиникой. И в чем разница с другими клиниками. Итак, началось все с того, что с самого утра приехал за мной транспорт, приехал водитель на очень хорошем автомобиле, это Mercedes, и повез меня в клинику. Доброго утречка. Смотрите, какая крутая точилочка. Все было, в общем-то, неплохо. Меня сразу предупредили о том, что процедура будет достаточно долгой. Вас стригут. Перед стрижкой таким каким-то прибором вам смотрят ваш волосяной покров, сколько у вас луковиц, то есть насколько у вас вообще плодотворная зона, откуда будут брать волосы, то есть это сбоку и сзади. Если же у вас не хватает, также волосы берут еще из груди и из бороды. Вот, после этого делают фотографию, видимо, это делают для того, чтобы была разница до и после, наверное, чтобы показывать своим клиентам, но я не хотел показывать свое лицо и так далее. Полностью побрили мне голову, и мы поехали в клинику. Клиника находилась, то есть у клиники находится вроде бы как 2 офиса, одна клиника занимается там различными пластической хирургии, там куча всего, а мы поехали именно в ту клинику или отделение клиники, где делают пересадку волос. Итак, мы сдали кровь, анализы, доктор там осмотрел, давление померил. Потом после этого все клиенты разошлись, у каждого клиента была отдельная комната. Всего 2 процедуры, это извлечение волос и затем, вот, собственно, трансплантация вот этих извлеченных волос в ваш волосяной покров. У каждой процедуры свой врач, свой доктор. Также различные ассистенты. То есть у нас в комнате всегда было минимум где-то 3 ассистента, 2 или 3 ассистента и доктор. Скажу честно, сначала мне было очень больно, то есть они начали делать, мне было очень больно, я не мог поверить, что так будет, 3 или 4 часа. Очень больно было, когда вкалывали анестезию, у меня болевой порог такой, так себе скажем. Вот, но когда, более того, у меня закружилась голова, я просто улетел, то есть у меня были судороги, и то есть они сказали, что такого у них еще не было. Но это еще может быть связано с тем, что я не позавтракал, поэтому обязательно завтракайте, но не слишком много, потому что вам нужно будет лежать на животе, соответственно, если вы слишком покушали, на животе лежать будет некомфортно. Началась процедура. Длилась она, если не ошибаюсь, где-то 3 или 4 часа. Извлекали графты, извлекали волосы. Мне было очень интересно, то есть как я узнаю, какое количество графтов было извлечено. И вот они сортируют эти графты на маленькие такие ячейки, которые можно посчитать. Мне не дали их как-то показать, посчитать, но меня всегда сопровождала
девушка, то есть она русскоязычная. В принципе, вне зависимости от того, откуда вы прилетаете, можно, ну, так как я разговариваю на русском языке этот канал, то, соответственно, я буду говорить про русскоязычный рынок. Вас всегда сопровождает девушка, которая разговаривает на английском, на турецком и на русском. То есть с вами она полностью контролирует все. Я ее назвал ангел. То есть она всегда с вами, она всегда все вопросы решает. Она просто умница, конечно. Вот. И она разговаривает на турецком языке, потому что сами доктора, они разговаривают на английском, но их английский, скажем так, очень средний английский. А те ребята, которые помогают доктору, медбратья, медсестры, я не знаю, ассистенты, они на английском не разговаривают. Поэтому очень полезно, что ваш ангел-хранитель всегда вместе с вами, и она всегда переводит все, что вам говорит персонал. Затем мне вкололи анестезию, уже было не больно, то есть из меня все это извлекали. Я вам рекомендую взять наушники и, может быть, какую-нибудь аудиокнигу, потому что, ну, скучно лежать 4 часа, ну, на самом деле скучно, и я уже там передумал все свои дела, которые насущные, то есть, ну, и, конечно, вы же не двигаетесь практически. Так, изначально я лежал... все правильно, я лежал на животе, да. И получается, все, что вы видите, это вот, знаете, как массажный столик, вот эта вот каемочка, и ваше лицо смотрит в ноги доктору, то есть и так 4 часа. Поэтому я рекомендую взять, например, аудиокнигу, которую можно будет послушать. Далее, очень важный совет, который я, к сожалению, очень лоханулся, и это очень-очень важно, когда вы планируете, если вы хотите на самом деле сделать такую операцию, сразу выберите рисунок роста волос, как для вас это больше всего подойдет. После первой процедуры приходит девушка и начинает рисовать вам на голове, то есть она дает варианты, мне она дала 2 или 3 варианта, и они мне, в принципе, нигде не понравился, но нужно было быстрее, и выбрали что-то среднее. Вот. Поэтому это очень-очень важно. Я очень надеюсь, что когда они вырастут, это все будет намного лучше, но на данный момент мне вот рисунок, ну, это моя вина, потому что нужно выбрать рисунок, как вам нравится, как должно быть после того, как волосы будут трансплантированы. Поэтому еще дома побрейте голову до того, как ехать вообще в Турцию на процедуру, и порисуйте себе на голове, то есть какой именно рисунок вы хотите. Если вы недавно только начали лысеть, и у вас еще есть свой естественный, или по фотографиям вы можете вычислить ваш естественный рисунок роста волос, сделайте это. То есть как они нарисуют вам, так они, или как вы себе нарисуете, так они и сделают. Поэтому, то есть, как я понял, они рисуют всем приблизительно одинаково. И опять-таки не будем забывать, что это Турция, они рисуют по своим турецким канонам красоты, как они видят своих мужчин турецких красивыми. Я думаю, они будут разниться, возможно, от ваших представлениях о красоте, потому нужно обязательно самим решить, какой рисунок. Меня об этом не предупредили, к сожалению, я сам об этом не подумал. И вот у меня было там пару минут, чтобы что-то выбрать, и вот то, что у меня сейчас сделано. То есть я вообще не могу понять. Может быть, это, конечно, еще из-за того, что у меня голова опухла, но я вообще не узнаю и не понимаю, что у меня пока наверху происходит. Итак, вторая процедура начинается после обеда, то есть вот после первой приходит, вам чертит рисунок. Я еще тем более голодный был, потому не мог его выбрать, и потому что голова не работала, и после 4 часов лежки, ну как-то было не до того. Потом вам предлагают обед, вы идете кушаете, потом я начал кушать, меня уже начали быстрее звать, потому что пришел второй доктор, который будет, соответственно, трансплантацию делать. Доктор молодой, ему 25 лет было, но сказали, он очень опытный, ну и, в принципе, потому как он это делал, он на самом деле очень опытен. Хотелось бы ли мне какого-то более старшего доктора? Может быть, потому что, ну, чем больше возраст, как мне кажется, тем больше опыта. С другой стороны, может быть и нет, потому что опыта, я думаю,
пока ты молодой, у тебя и куча энергии, и ты там, ну, херачишь, чтобы заработать денег, у него уже опыта есть, по-моему, если не ошибаюсь, 4, 5 или сколько-то лет. Ну и учитывая, что каждый день у него операции, то достаточно большой экспириенс. Более того, если он молодой, то, как мне кажется или казалось, то он, соответственно, делает более или менее как себе. Потому что я тоже, собственно, еще не старый. Потом колят анестезию. Ну, как я и говорил, когда колят анестезию, мне очень больно, потому что иглы засовывают под кожу, и, ну, больно. И там нужно сделать несколько анестезий. Ну, потом, через буквально несколько минут, вы уже ничего не чувствуете, и врач начинает свою непосредственную задачу. И те драфты, которые первый доктор там как это наколол, насобирал, второй вместе со своей командой, то есть они, видимо, нанизывают на вот эту вот ручку DHI. Кстати, метод это самый последний, DHI, это самый лучший на данный момент метод после Food, Fewer и потом DHI. И вот мне это делали DHI. Видно, опять-таки, что доктор был опытный, то есть у него это все быстро было. То есть он конкретно знал, чем он занимается и что он конкретно делает. Вот, процедура длилась, по-моему, если не ошибаюсь, часов 5. Причем у меня была задача покрыть вот эту часть и еще покрыть заднюю часть. Про вот эту заднюю часть я вам расскажу позже, потому что я раньше делал уже пересадку волос. Первым методом это Food. Это ужасный метод, из которого мне сделали просто уродливо. У меня остался шрам. Меня обманули, пересадили, взяли огромные деньги за количество драфтов, которых оказалось по факту намного меньше. Но это другая история, я вам потом расскажу, если вам будет интересно. Пишите комментарии, интересно ли вам. Тогда я вам расскажу еще про Food. Также у меня есть experience Food трансплантации, собственно, поэтому у меня находится сзади шрам, который сейчас нужно было тоже его доделать, и это тоже была задача. Если верить моему ангелу, то есть этой девушке, которая меня сопровождала, я ее называю ангел, они собрали по всей моей голове 4700 драфтов. То есть, ну, достаточно большое количество. И получается, что полностью все это распределили. Больше всего волос было вот здесь, чуть меньше тут и на полоску. Полоску я вам покажу позже. Попрошу, чтобы меня кто-нибудь снял. Вот такова была процедура. Итак, сегодня первый день после операции. Что еще из сложного? Так как мне нужно было пересаживать волосы и сюда, и назад, первая задача это, конечно, привыкнуть как спать, потому что первую ночь, если вы не делаете сюда, а только вот тут, то вы должны спать просто на спине и не поворачиваться на бок. На лицом тоже нельзя быть на подушке, потому что здесь вот это отсюда берут волосы. Вы не можете здесь на этой зоне спать. Если вы будете на ней спать, то у вас очень сильно опухнет лицо. Это я также знаю, это 100%, потому что у меня уже этот опыт был. Опять-таки пишите в комментарии, если вам интересно, я вам расскажу про это. Вот. У меня была еще более сложная задача, потому что у меня и здесь, и здесь, и здесь. То есть мне никак вообще нельзя на голову ложиться. И один вариант, как мне можно было спать, это сидя. Мне выдали вот такую вот подушечку для путешествия. И я вот ломал голову, как вообще это сделать, чтобы спать сидя. Сначала я взял там какую-то мусорку, сел на стул, вот так облокотившись, и сюда положил 2 подушки. И вот так вот спал. То есть вот просто спал вот подушками на лицо. Я понял, что как бы напротив меня херачил кондиционер, и ну так долго бы я не поспал. Что я сделал? Кладете 2 подушки, вот эта штука, и сидя, в принципе, спите. То есть, видите, голова не касается сзади ничем. Ну, единственное, что у меня не было никогда такого опыта, прям сидя спать. Я вставал за ночь очень большое количество раз, но в принципе, не могу сказать, что я полностью выспался, но, скажем так, ближе к утру я уже адаптировался, как спать. Сегодня будет 2-я ночь, если вам интересно,
Я вам тоже расскажу, как это было, привык ли я уже ко второй ночи или нет. Итак, если вам интересно, подписывайтесь на канал, но не жмитесь, не скупитесь. Мне нужно хотя бы быстренько набрать 1000 подписчиков, чтобы это видео нашло своего пользователя. И я вам расскажу все самое настоящее и правдивое, без всяких купюр, о которых вас пичкают там вот эти вот компании, которые зарабатывают на вас. Я такой же клиент, как, возможно, будете и вы, потому мне нет смысла что-то от вас утаивать или что-то искажать. В этом и ценность этой информации. Подписывайтесь, ставьте комментарии, лайкайте, колокольчики. И увидимся в следующей серии. Пока.